Сегодня мы с вами отправляемся по Праге с целью выяснить, что мы можем с вами увидеть за 10 тысяч шагов. В 10 минутах от моего дома находится самый главный вокзал в Праге. Главный, да? Перед нами начинает показываться достопримечательность. Объясню, почему она является достопримечательностью. Потому что в момент, когда открывалось вот это вот здание, сейчас мы его обойдем, я вам покажу. Так вот, в момент, когда открывалось это заведение, здесь, начиная отсюда, туда, и вплоть прям до самого Народного музея, была огромная очередь, чтобы попасть в этот магазин и купить себе там немножечко новой одежды. Сейчас здесь уже пусто, никого нет, но раньше стояли охранники и поочередно впускали всех. Ну а сам центр у нас полностью перерыт. Говорят, такое дело будет еще 3 года. А еще в Люксоре у нас, вон в том магазинчике, открылся магазин, посвященный Гарри Поттеру.
Это улица, где больше всего народ. В целом вы можете пойти в ту сторону и вон около того здания свернуть, там будет меньше людей. Вообще в Праге очень популярна тема того, чтобы проходить сквозь дома. Я не буду этого показывать, потому что если вы как турист приехали, наверное, это не особо вам интересно, так как вам хочется увидеть все это примечательности. Но когда ты здесь живешь, то такое сокращение и обход толп туристов очень упрощает себе жизнь. Давайте я вам покажу один из, просто как понимание того, как это бывает. Здесь вообще ни одного человечка. Ты можешь тупо спокойно тут идти. Тут хоть есть бары, да. Можно посидеть в барах. Но в целом я использую такие проходы просто для того, чтобы избежать туристов. Самое главное, что вам стоит понимать, что здесь не всегда так мало людей. И если вы хотите более-менее по пустой Праге погулять, лучше выходить до 10 утра. Желательно вообще всем. Одной из них, например. И сейчас мы с вами выходим.
и прямо напротив этого места есть пустая дорожка, где нет туристов. К сожалению или к счастью, но я почему-то выбираю именно эти дороги. И буквально через 200 метров нас с вами будет ждать Карлов мост. Вот в этом соборе часто проходят разные концерты, оперы, а этот значок напоминает знак Слизерина. Добро пожаловать на Карлов мост.
уличке идти супер жарко. Я вышла специально пораньше, чтобы не было такой жары. Но сейчас близится к 12 и все. Я ужаса. Жесть. С той стороны у нас находится набережная, на которую вы можете пойти, спуститься. Там можно посидеть. Но нам сейчас супер солнечно, поэтому я туда не пойду. Лучше покажу вам, как она выглядит. И мы подошли с вами к одной из наших достопримечательностей Праги. Это танцующий дом. Говорят, что вот это мужчина, а это как бы женщина. Его так обнимает. Поэтому он называется танцующим домом. Мне, конечно, больше танцующего дома нравится дом напротив него. Кстати говоря, самый первый раз, когда я ощутила себя как дома, это был момент, когда мы подъехали к танцующему дому. Мы вышли от танцующего дома, встали, и если встать спиной к танцующему дому и посмотреть вперед, у тебя виден Карлов мост, у тебя видны эти вот дороги, дома. Ты такой. Это оно. И на самом деле это ощущается просто где-то внутри, что ты дома. Это сложно передать. Возможно, я в России такого не чувствовала, потому что я изначально там жила. И если я сейчас перееду туда спустя... Сколько это получается? 4,5 года? Да? Да, где-то так. То я пойму, что это мой дом. Возможно. Но что-то мне подсказывает вряд ли. Я привыкла, реально привыкла к этим горкам. Наверное, не очень видно, но не знаю, как это показать. Но здесь везде горки. Я привыкла к маленьким улочкам. Я привыкла к этой архитектуре, культуре. Тоже привыкла. В целом, да. Вот. Единственное, к чему я могу привыкнуть, это к их еде, потому что для меня она очень жирная. Я не могу ее есть. Я больше предпочитаю суши, рис, что-то такое. Поэтому для меня чешская еда немножко тяжеловатая. Со своими гуляшами, всякими жирными свининами. Если вам хочется, вон в той стороне есть церковь Кирилла и Мефодия. Сверху я прикреплю ссылочку на мое видео. Как раз таки буквально пару видео назад я была там. Можете посмотреть, как выглядят соборы, храмы, церкви. Короче, все, что связано с религиями в Праге. Конечно, я не нашла ничего связанного с буддизмом. Очень сложно найти мечети. Это, как правило, какие-то а-ля квартирные варианты, где ковры. Ну и ты приходишь, собственно, делаешь, что нужно тебе делать. Вот, поэтому ссылочка тут. Не знаю, как передать, может быть, вот так вот будет понятно, что здесь есть горки. Летом тяжело, зимой окей. Летом тяжело. Кстати, здесь в первый раз, вот где-то примерно в этом районе, мы с моей подругой, нам очень нужно было распечатать какие-то документы. И мы прибежали сюда, в надежде, что здесь что-то будет. Я помню, как мы пришли, а здесь ничего не было. Это было небольшое разочарование. Блин, видите, получается так, что я хожу там где-нибудь пристав. Не специально, правда? Это... Видимо, со временем уже. Но это не мешает нам приходить к достопримечательностям. Я не сильно срезаю маршрут, вы можете пойти по параллельной улице. Я вам ее покажу несколькими минутками позднее.
Можете спокойно там также к ним проходить. Почему я пошла именно этой улицей? Потому что здесь есть два интересных, не знаю, памятника. Вот она бедная тут болтается. И, кстати, несмотря на ветер, несмотря ни на что, она все болтается и болтается. И вот тут у нас еще висит мужичок. Может быть, они просто разошлись в разные стороны. И когда-нибудь они встретятся. И, собственно, чтобы не быть голословной, я вам покажу ту улицу, на которой мы с вами стояли в самом начале. Мы с вами стояли вон около того места. И оттуда можно спокойно по прямой идти и пройти сюда. Значит, если вы пойдете в ту сторону, прямо до конца этой улицы, у вас там вон то стеклянное здание, вон то, там будет торговый центр под названием Май.